а с помощью чего ты будешь разводить костер. Сегодня я хотел поговорить о таком аксессуаре, как огниво. Это огниво экспедиция, на самом деле, редчайшее дерьмо. Но я сегодня скажу о том, как практически правильно разводить с помощью него костер. Костер мы разводить не будем. Сегодня я дам именно практическое руководство, как им лучше пользоваться, чтобы не остаться в заднице в глухом лесу. Понимаешь, о чем я? Итак, с огнивом определились. Это огниво экспедиция. В качестве кресала я использую лезвие ножа от мультитула фирмы Ремелинг. В принципе, он себя очень хорошо зарекомендовал во многих ситуациях. Он весь битый временем. Но я бы рекомендовал использовать все-таки, скажем, пилку от пилы по металлу. Приступим. В данный момент мы используем все-таки лезвие от ножа Ремелинг, от мультитула Ремелинг. В качестве трута я предлагаю с собой носить ватные диски, либо вату. Какие-то умники на старом канале писали о том, что ватка пропитана спиртом. Итак, оператор, понюхай. Если бы она пахла спиртом, твоя мать, я бы ее съел бы, я бы ее выпил бы. Обычная вата, она даже нифига не мокрая, посмотри на нее. Она сухая, она, блядь, вот я ее отжимаю. Остается даже вата на руках. И для тех умников, которые не знают матчасть, ватный труд – оптимальный вариант для розжига в лесу. Он много места не занимает, и в конце концов ты ту же самую вату можешь использовать как вату или ватный диск, ты можешь использовать как тот же самый тампон, чтобы промокнуть кровь, там, наложить повязку. Под углом 45 градусов примерно ты прислоняешь кресало к огню и как бы ведешь кресало вниз, а само огниво вытаскиваешь из-под кресала. Таким образом, загорелось. Превосходно. Итак, я не просто так взял с собой спички и не просто так взял с собой эту здоровенную, просто наиломовейшую зажигалку. Ваше право, что вы будете брать с собой в дорогу, повседневное ношение, огниво, спички или зажигалку. Но хочу продемонстрировать вам абсолютно беспрецедентный вариант спичек, охотничьи спички. Итак, к сожалению, мы находимся сейчас в районе, где березу не найти абсолютно практически. Да. Ну, где-то, может, там она есть, но... В общем-то, я оделся в бумагу. Если там вы смотрели предыдущие выпуски по поводу костра, вы поймете, какой лучше розжиг с собой брать. Вернее, набирать розжиг. Но в данном случае я вот хочу продемонстрировать охотничьи спички. По сравнению с зажигалкой, их, конечно, меньше. Их намного меньше, поверь мне, нас. Они себя показывают просто отлично. Охотничьи спички себя рекомендуют как отличный спутник. В принципе, если немножко отнести ее от сигареты, можно подкурить сигаретами даже. Итак, не просто так мы все это взяли. Вместо коры березовой мы будем использовать бумажку. Вот как она горит. Не гаснет. Плюй, не плюй, ей похуй. Но зажигает она все просто идеально. Она просто прожигает. Кстати говоря, немножечко, так скажем, военной хитрости, даже диверсионной хитрости. Есть такая тема, как термические спички. Они, в принципе, похожи на охотничьи спички. Это, кстати говоря, спички из Ашана. Они стоят там буквально рублей 20. 20 штук там, кстати говоря, что символично, что весьма символично. Термические спички при диверсионной деятельности, ну просто, я не скажу, что это прям массовая диверсия. Это, в принципе, такое баловство, так скажем, Я просто немножечко шалю. В общем, подвешиваешь крючок на спичку. Неважно, каким образом, приклеишь, обмотаешь там на какой-нибудь морской узел, неважно. Поджигаешь спичку и вешаешь обидчику на куртку, скажем. Можно, кстати, не термическую спичку, можно такую же охотничью спичку. Вешаешь на куртку, просто дырявишь, вешаешь на куртку, на свитер, на одежду, неважно. Здоровенная дыра прожигается и плюс ожог на теле, Ну, через куртку вряд ли будет, особенно если кожаная куртка. Вряд ли будет, но тем не менее, куртку испортишь. Здоровенная зажигалка. Правда, она немножечко китайская, я даже больше скажу. Она стоит 38 рублей в магазине Fix Price. Наверняка в твоем городе она есть. Made in China, US Light, UXXL. Зажигалка. Это не краш-тест ни в коем случае, но тем не менее. Зажигалка чем удобна? Даже если у тебя, допустим, если ты ничем не пропитывал, скажем, свой черкаш у коробка спичечного, она все равно зажжется. Достаточно положить ее в презерватив, скажем, либо в зиплок-пакет, и она, в принципе, не промокнет. Зажигалка удобна. Одно нажатие. Фактически одно нажатие, она зажигает бумагу, кору, костер, человека, неважно. И все очень круто горит. Давай, до встречи.